Добрый день, друзья! Сегодня готовим очень вкусный, освежающий домашний квас. Для его приготовления нам нужно 400 грамм черного хлеба. Нарезаем его на небольшие кусочки и перекладываем на противень. Хлеб обязательно подсушиваем. Раскладываем его в один слой. Отправляем хлеб в духовку, включенную на 200 градусов, и сушим 18-20 минут. Главное не пережарить, иначе в квасе будет чувствоваться горечь. Вот такие румяные сухарики должны получиться в итоге. Хлеб должен полностью просушиться, стать хрустящим и твердым. Я буду делать квас в 5-литровой банке. Засыпаем все сухарики в емкость подходящего размера и заливаем 2 литрами кипятка. Оставляем банку на столе при комнатной температуре до тех пор, пока вода не остынет. Она должна быть теплой, но не обжигающей. У меня остывало 2 часа. Теперь сюда добавляем 120 грамм сахара и 6 грамм сухих дрожжей. Хорошо перемешиваем. При таком количестве сахара квас получается не сладкий. Я бы сказала, с легким оттенком сладости. Если нравится сладкий, то сахара положите 200 грамм. А вместо сухих дрожжей можно по желанию использовать 10 грамм свежих. Банку накрываем либо тонким полотенцем, либо марлей в несколько слоев и затягиваем резинкой. В таком виде оставляем квас на столе на сутки. Через 24 часа берем миску, марлю в 4 слоя и переливаем сюда все содержимое банки. Конечно же, помните, что вкус кваса напрямую зависит от хлеба, поэтому можно каждый раз пробовать готовить с разным. Теперь аккуратно собираем края марли и отжимаем хлеб. Он должен остаться не сильно мокрым. Для сегодняшнего кваса хлеб нам больше не понадобится. Полученную жидкость переливаем назад в банку. Я банку промыла, так как там оставались на стенках крошки от хлеба. В миске будет осадок, его не сливаем в банку, он не нужен, его просто выливаем. Далее в банку доливаем еще 2 литра уже теплой воды, не горячей, и высыпаем 50 грамм изюма. Накрываем банку с квасом теперь уже крышкой и оставляем снова на сутки при комнатной температуре. Как понять, готов квас или нет? Говорят, что как только все изюминки всплыли, значит квас готов. Так оно и есть. И сейчас отчетливо видно, что квас газированный, играющий пузырьками. Вкус, цвет, запах, в нем все сочетается идеально. Обычно я квас сразу переливаю в банки с плотно закрывающимися крышками. Но сейчас хочу показать вам его цвет. Да, изюм обязательно процеживаем, он нам больше не понадобится. Посмотрите, сколько газированных пузырьков. Храним квас в холодильнике от 3 до 5 дней, а при более длительном хранении квас начинает бродить и делаться более кислым и резким. И запах, и вкус кваса получается как у бочкового. В общем, я надеюсь, вам понравится мой рецепт домашнего кваса, такого освежающего, очень вкусного и ароматного. С любовью, Евгения и кулинарный канал «Это просто».